Привет, дорогие друзья! У микрофона Плумыч, и мы продолжаем проходить SteelRising. В прошлой серии, в общем, помогли Некеру, спасли его жену. А сегодня будем искать укрытие от Анаис. И расшифруем записи, но они, видимо, там у ребяток уже лежат. Так что я бы сначала, наверное, сходил, поискал эту самую укрытие от Анаис. Это оно в локации Люксембурга находится. В общем, противников всех пропускаю. По крайней мере, потому что эта локация уже была пройдена. Чтобы не заблудиться тут. Так, тут у нас куда? Где проход-то? Куда? Вход у нас здесь. У нас чебурек с электроскрипкой. Новый инструмент, между прочим, там рокеры записываете, да? Там у вас есть электрогитара, ну, смотрите, можете сделать себе электроскрипку. Стоп, мне сюда. Чё-то я не совсем догнал, куда мне. Ну да. Сюда. Оп. Там у нас свисталка. Которой, правда, доступа нету. Опа. Склонился. Так, здесь... О! Походу, дальше просто продвигаемся. Нет. А нет, я просто вышел к кристалке, где я уже был. Еще бы, конечно, было бы неплохо узнать, каких боссов я освободил. Вот здесь у нас что лежит? Во! Здесь этот алхимик был. И вот алхимика я тоже не спас. Так что вот босс в Люксембурге, значит, требует изучения локации такой прям полноценной. Кстати, не могу туда пройти. Ой, это что, это придется все вот это обходить, чтобы с другой стороны зайти. Блин. Да, значит, вот эту локацию надо будет оббегать полностью. Поискать все вот эти вот фрагменты, там, знаковые предметы, в общем. 3 штуки, по-моему, их должно быть, потому что мне осталась 1 штука для Марата. И вот у этого 3 штуки. То есть я потому что вообще ни одну, по-моему, не нашел. Так, а где тут вход-то? Здесь будет. Нет? То куда вообще? Не махай там своими граблями, я найти пытаюсь, куда мне идти. Кажется, что такое. Вон, кстати, предметик валяется, возможно, кусок памяти. Ай. Блин, как-то надо туда попасть. Ну, видимо, прям вообще не здесь проход. Как-то тут я бегаю, тут как бы есть сам вход, но он, по сути, меня запускает. Это просто возвращение на арену с боссом. То есть это возвращение на арену с боссом, и здесь выхода как такового просто нету. То есть тут нет возможности куда-нибудь зацепиться, чтобы выскочить. То есть это все-таки надо идти. Блин, а как в сам дворец-то я уже забыл?
валяются. Ну, как всегда, что лежит, зачем подсвечивать? О. По-моему, что-то нашел. Всем артистам французского театра, товарищи, король бросил в Бастилию всех, кого провозгласил врагами королевства. Поскольку нам не даровали прощения за постановку Карла, что это у нас, 9-го, Шенье, умоляю, если вы, как и я, во всеуслышание заявили о своем патриотизме, найдите убежище, пока тиран не воплотил свои угрозы. Братский привет. Франсуа Жозеф Эльма, артист и гражданин. Блин, ну это не кусочек значительный для босса местного. Короче, ты очень плохо охраняешь, чего ты там охраняешь. Ой. Перегрев, но вот здесь, по-моему, я еще не был. Или был? А, нет, был, я вот эти места помню. Так, все, походу я чуть-чуть начинаю вспоминать, куда мне топать. Ух ты, ты там головой не ударился. В общем, ладно, сначала, значит, найти. Опа! Избегаем кары автоматонной. Да, эти все места я начинаю вспоминать. Чего? Кого? Подождите. С кем она говорила? Я, говорит, хочу только вопросы позадавать. А кому ты говоришь-то вообще это? А, кому-то в ту сторону сказала. Ребята, вы слишком навязчивые. Так, а вот это я уже вообще очень-очень так по сокращенке прохожу по какой-то. Так, ну ладно, я походу вышел к укрытию. Где тут вошел? Где Атенайс? Здесь был бой. Тут был бой. Надо драться. Франциск Антониас. Какие необычные имена. Да ты что? Возможно, гости монастыря просветят меня. Так, ну в общем, это в монастырь вести. Это у нас что лежит? На первой странице книги оставлена запись от руки. Именно здесь, в священном храме природы, куда я сбежала от людей, насладиться заветным уединением, я чувствую близость к вам. Трудно поверить, что я никогда вас не знала, и все же вы со мной, рядом, ласковая и заботливая. Увидимся ли мы вновь, месье Дидро? Кажется, так не считает, и от одной этой мысли моя кровь стынет в жилах. Милая маман. Милая маман. Я хочу верить в рай и в то, что вы меня там ждете. Понятно, тут письма мертвой матери. Сундучки какие-то необычные. Сок, жетон. Даже жетон кареты подогнали. Нифига себе. Так, ну. Там, в общем-то, возврат, типа, к карете надо. Ладно. В общем, сегодня мы занимаемся доп-заданиями, поэтому мы занимаемся доп-заданиями. Боссов я еще пособирать успею. Так, ну, жетон кареты раздали. Надо... Ой, а что, куда я его поставил? Я его вместо Естуса присунул тут. Так, жетон кареты, перемещаемся. Халява, халява. В общем-то, давай смотреть, что нам расскажут.
местные ребятка. Что это было? Какая странная. Так. Кто? Что? Спросить патриотов в монастыре. Ну, то есть вообще всех подряд, да? Патриот самый главный. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Ценные бумаги пока бесполезны. Вот, Франциск Антоний. Franciscus Antonius. Do these names mean anything specific to you? François Antoine. Hold on. Of course. That's the master arquebusier who killed the beast of Gévaudan. The affair took place during the reign of Louis the Beloved, just a few leagues from the castle where I grew up. I was still a young boy, but I remember it like it was yesterday. It caused a stir all over the country. I doubt that it has anything to do with my case. I don't know. I'll let you be the judge of that. Очень интересно, он ничего не расскажет, да? Aegis, a word, s'il vous plaît. Кого тебе надо? Дойдем до тебя, давай, Aegis. что тут аббат скажет. I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion, like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Блин, ну звучит-то логично. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Mon Dieu. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Кого там? Лапис чего? Лапис философорум. Я себе. Это типа Николога что-то или что? What is the lapis philosophorum, mon père? Вот, да, The отличный Philosopher's вопрос. Stone. Это философский камень у вас так называют? Отлично. No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. И это гробница? Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed, despite the mystery surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year,
I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Какой удобненький человечек. Даже ключку. Не, ну слушайте, так-то интересно сделали то, что типа механизмы двигаются вечно, потому что питаются душами убитых людей, так скажем. Сталки вот эти собирают по факту эти души в себе и так, ну и служат по сути как такими пилонами, да, распространяющими энергию. Прикольно. Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Ну, кстати, Goodbye, автоматоны, mon père. значит, не вечно двигаются, потому что рано или поздно их жертвы чуть-чуть кончаются. Некого будет убивать, нет кого будет заряжаться, правильно? My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Merry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Do the four ты что-нибудь names про Франциска Franciscus знаешь? Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. И все. Много у тебя информации. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Ой, как у тебя много всего. Ты что знаешь I про found a cane Антоху? inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Тоже нет. Ты шо? А чё сразу прервал? Чё там столько всего было? Monsieur Raymond, Go on, Aegis. what do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santilles are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying.
We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Ну, если бы это в текущие времена происходило, я бы сказал то, что они там, видимо, каких-то роботов хотели создать. Но тут что-то прям интересное сделано. Did you go to the Hotel de Так, ну и Massiac? последнее у него там что-то было. Да не, еще не сходила в Remember, Масьяк. it's by Les Halles, just west of the Marché des Innocents. А, тут, в общем, по-моему, я это уже выкинул, See поэтому you ладно. later. Так, кто мне еще остался? И у тебя что? Шифровать записи. Monsieur B.E. Что-нибудь про Does Антоху? the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Печально. Ну ладно. А по Monsieur записям? B.E. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Goodbye, Monsieur B.E. У кого спросить за кислоту? Кто главный химик? Тоже ничего про Антоху не знаешь. Have you found Monsieur Marat? Yes, you were right. He is hiding in the quarries of Montmartre. Did he show you the way to the Bastille? No, but he told me about the tunnels that will take me to the Temple. From there, I can fight my way to the Bastille. The man is trustworthy, as long as he does not count you among his enemies. You should leave us and take up his advice immediately. Подожди ты со своим покинуть. Мне лучше I found Антоху. a cane engraved with the name Кто такой? Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine Francois, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momoro, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Are you making any progress with your projects? No, madame. At this time, we have not yet found a solution to the problem posed by these lanterns. If only Monsieur Lavoisier were with us, he would surely be able to solve this conundrum. Так, ну, в общем, у него здесь... Goodbye, Miss. Я уже тоже, скорее всего, закрыл. Ну, у меня тут еще кто-то есть. То есть тут кто-то должен что-то же знать. Но я всех расспросил, все, никто не знает Антоху. Monsieur le Marquis. I'm listening. Этот не знает, кто такой Антоха. Этот тоже How не is your знает. research on... I have done. Don't take too long, Aegis. Don't forget that the tomb is in the crypt of the Église Saint. Ой, The church да-да-да, isn't да far сходим from мы the в твою вот эту вот туда. Goodbye, Тут тоже неизвестно. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? И этот тоже ничего не Goodbye. знает. Allez, on... Did you go? No. Remember? Этот тоже ничего не знает. А кто что-то знает? Ну, по факту все. Этого спрашивал, того спрашивал. То есть тут... Ультра странная задача, никто нифига не знает. Видимо, надо еще спасти вот этих двух людей и уже потом спрашивать за Антоху. Так, новые задачки у меня где появились? Эти появилось. Причем сразу же два. Юрли тайник. Чумираба.
Так. Ладно, окей, значит, остальными делами займемся в следующей серии. Сегодняшняя серия была не то чтобы экшоновая, но много лора, так сказать, рассказали. Всем спасибо, что смотрите, оставляйте свои классные комментарии, лайки и всем удачи!